Ты только делаешь RTX 4090. Начиная с 2020-го, ПК-геймеры научились очень агрессивно терпеть. На консолях выходят эксклюзивы. Мы терпим. Выходят временные эксклюзивы. Терпим. Все видеокарты исчезли. Активно терпим. Но за последние 2 года в мире настоящих геймеров все изменилось. Бета-тест многих ожидаемых игр наконец-то закончился. Поздравляю. 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 Даже которых не ожидали. Я мертв внутри очень давно. А в наш мир снова вернулись видеокарты. Даже не знаю почему. Я все потерял. Правда, возникла новая проблема. Бэушных видеокарт стало настолько много, что их уже продают на развес. Те, кто верит, налетай. Те, кто жадный, убегай. И сейчас настал момент, когда нам нужно идти дальше. И сказать спасибо своей старенькой видеокарте, пережившей киберпанк. Ты держался достойно. Если меня спросят, почему 3 года назад я выбрал Nvidia, я отвечу: она зеленая, а я люблю зеленый цвет. Если меня спросят, почему ты делал все видео на канале на 2060 Super, я гордо отвечу: Жадность человека не знает границ. но эта видеокарта навсегда останется в моих теплых 40 FPS-ных воспоминаниях. Я вам посылку принес. Конечно, я мог выбрать и что-то проще, чем одну из самых дорогих версий RTX 4090. Но видеокарты уже давно стали чем-то большим, чем способ вывода изображения. Теперь это компьютер, который вы подсоединяете к своему компьютеру. Ведь вдвоем и отчима легче пиздить. Особенно если этот отчим это киберпанк в 4К. Ну здорово, отец. Поэтому исключительно ради вас я благородно в позе раком получил эту видеокарту бесплатно в магазине своего подписчика из Китая. Благослови тебя Господь. Магазин у него честный и скромный, как несколько ангаров. А закупки делает прямо с завода. В смысле, он буквально с конвейера их берет напротив китайских рабочих, которые не понимают, что это за мужик с тележкой. Но и бэушные видеокарты в магазине можно найти. После запрета майнинга в Китае от них пытаются избавиться даже тех, кто не майнили. И все рабочие и протестированные видеокарты уже отправляются на продажу. И для нас он разыграет еще одну 4090 от Gigabyte в своем телеграме по ссылке в комментариях. Все, что нужно, это перейти на телеграм-бота, подписаться на его группу, чат, YouTube-канал, оставить свое имя и номер и нажать на кнопку «Участвовать». А итоги конкурса я проведу сам. И прослежу, чтобы видеокарта доехала до победителя. И он снял для меня радостное приватное видео. И так как с этого момента я не только известный игровой журналист, но и популярный техноэксперт в компьютерных отношениях, у меня возникло много вопросов к компании Nvidia. И моей MSI GeForce RTX 4090 Supreme X 24 ГБ GDDR6X. Что же ты за дрянь? Киборг-убийца. Многие обзорщики видеокарт делают большой акцент на характеристиках. Я бы тоже так сделал, но... Ни хрена я из этого бреда не понял. А вот что действительно важно, это главное заявление Nvidia. Ведь благодаря новому 4-нанометровому техпроцессу 4090 стала не только в 2 раза производительней 3090, но и электричество потребляет в 2 раза меньше. Ну подумаешь, законы физики сломали. Зато звучит как красиво. Теперь я сам определяю реальность. Правда, на деле производительность увеличилась только на 45%, а энергопотребление видеокарты случайно выросло до 600 Вт. Из заявленных 450. И это немного. Всего лишь как 10 MacBook Pro одновременно. Или 65 14-х айфонов. И вам теперь придется покупать отдельный блок питания под видеокарту. Ты моя сучка. Я тут царь и бог. Зато на Хэллоуин можно пугать соседей счетами за электричество. А по словам Nvidia, можете вообще не переживать. Ведь для всей вашей системы вместе с новой видеокартой хватит всего лишь 850 Вт. Чё, охуел? Но самым гениальным решением от Nvidia было засунуть вместе с видеокартой за практически 3000 баксов копеечный провод питания. Как должен выглядеть человек, который мог бы сделать подобную хуйню? Что с ним не так? Он горит. И что это значит? Це означає, що його підпалило. К счастью, энтузиасты уже придумали множество способов решения данной проблемы. Например, распечатать на 3D принтере держатель для провода. У вас нет 3D принтера. Ну тогда. Мне нравится, як воно горить. Или можете всего лишь подключить водяное охлаждение к кабелю. Вон какие-то сумасшедшие вообще разогнали 4090 до 100 терафлопс. И не жалуются. Не надо, блядь. Не надо, блядь.
Чем я хуже? У меня, между прочим, тоже есть жидкий металл. Блять! И так как моя аудитория это исключительно успешные бизнесмены, всех волнует главная характеристика новых видеокарт. Сколько на ней можно зарабатывать на майнинге в день? Ответ! Попробуйте устроиться проституткой. Будете за то же время получать гораздо больше. Вообще существует причина, почему лично Nvidia не заказала у меня рекламу этой видеокарты. Я немного не подхожу под габариты среднестатистического заказного обзорщика. Но чтобы вы не переживали за размер 40-й серии, директор Nvidia Джейсон Хуанг лично продемонстрировал ее на фоне своего честно настоящего тела. Аппетитно, а на вкус как пиздеж. И вот как я должен выглядеть с этой видеокартой в руке по версии Хуанга. Поэтому, покупая 4090, нужно помнить не только о размере вашего корпуса, а и найти какой-нибудь отдельный держатель для нее. Я, блять, карлик. На этом фоне больше всего смешит новость, что Nvidia собирается засунуть 4090 в ноутбуки. И судя по новому радиатору видеокарты, ноутбуки теперь будут медными. Зато вон как красиво специалисты Nvidia строят компьютер вокруг видеокарты. Я практически так же свой собирал. Остался вопрос, нужна ли вам вообще эта видеокарта? Найн! Покупка бэушных видеокарт или моделей старого поколения сейчас максимально актуальна. Особенно после заявления Nvidia, что теперь почему-то новые видеокарты никогда не упадут в цене. Просто для Nvidia не важно, богатый ты человек, бедный или женщина. Главная идея компании... Денег дай, денег дай, денег дай, денег дай. Даже не важно, что вы купите. Nvidia или... У меня AMD. Блять, ебан, говноед. Главное, чтобы не Intel Graphics. Короче, я биомусор, забейте. И схема при выборе максимально проста. Для обычных трудяг с Full HD экспириенсом сейчас подойдут 2060, 3050 и 3060. И в магазине моего китайского подписчика цены на эти видеокарты, как на новые, так и на БУ, самые демократичные. Потому что Китай думает о рабочем классе. Рабочий класс — это база. И их вам хватит на пару лет. Ведь все игры делаются под самую слабую консоль на рынке. И сейчас самая слабая консоль с постоянным онлайном в 2 миллиона человек в день — это 1060. Сука, убейте меня! Даже бот из магазина подписчика на запрос 1060 начал на меня по-китайски материться. Но если вы мечтаете прикоснуться к заветным отражениям, уже подойдут минимум 2080, 3070 или 3080. А вот обладатели 4К олег-мониторов. Покойтесь с миром. И объективно RTX на данный момент это одна из важнейших причин покупки именно... а не красных дешевых майнинг-ферм. На кой хер вы вообще нужны? Геймеры могут увидеть RTX, прочувствовать RTX и, возможно, даже пробудить первобытные инстинкты. Свет настолько реалистичный. Я хочу вас в жопу засунуть. А благодаря новой технологии RTX Remix, теперь можно вообще в любую игру засунуть RTX и сделать ремейк из чего угодно. Ебать, графика 3D 5.0. И это очень большая проблема для игровой индустрии. Несчастные корпорации больше не смогут впаривать геймерам ремастеры игр 10-летней давности, 8-летней давности, 6-летней. Блять, Sony, игре 5 лет, вы охуели? Нажрался говна за даром. Но видеокарты от Nvidia это не только про то, как рассматривать свои отражения в бокале свежего напитка. Это еще и заветная DLSS, увеличивающая FPS во всех играх в несколько раз. И если раньше искусственный интеллект, используя магические тензорные ядра, дорисовывал отдельные пиксели в играх, в DLSS 3.0 уже прорисовываются полноценные кадры прямиком из будущего. И технология эта в 4-м поколении настолько передовая, что благодаря 5 строчкам кода ее можно включить и на старых видеокартах. Чувствуешь подвох? Не чувствуешь? А если ваша видеокарта от Nvidia не RTX, не переживайте, вам тоже будут доступны новомодные геймерские технологии. Например, Hairworks. Мой нежный гель. Вроде в 2 играх его видел за 10 лет. И как я заметил, многие техноблогеры тестируют 4090 в настоящих играх. С чем я в корне не согласен. Поэтому я провел тесты в эксклюзивах PlayStation. И тут не о чем говорить. Играть на максимальных настройках в бесплатный God of War, Horizon, Uncharted и другие эксклюзивы PlayStation в 200 FPS на ПК — настоящее счастье. Еще раз вякни что-то про счастье, я тебе глаз на жопу натяну! Можна даже запустить Genshin Impact в 13К. Що сказати? Це фантастично.
Правда, в любом случае играть в Genshin вам обойдется дороже, чем эта видеокарта. А вот 16К гейминг RTX 4090 уже не вытягивает. И заставляет задуматься, нужна ли вообще такая слабая видеокарта. Верни деньги, пожалуйста. В принципе, 4090 много чего не вытягивает. Gotham Knights, Готэмские рыцари, Бэтмен для аутистов и недавно вышедшую Warner Bros. Gotham Knights Deluxe Edition оптимизация в жопу не входила. Даже я попробовал запустить ее. Уходим, босс, в другой раз. Уходим, здесь стало жарковато. И подытожив все свои тесты, я пришел к выводу, кому нужна эта видеокарта. И исключительно игрокам Dota 2 и CSGO. Наконец-то киберспортсменам не будут мешать падения кадров, и они смогут наслаждаться матчами в 4500 FPS. К сожалению, многие геймеры используют свою видеокарту неправильно и запускают на ней игры. Ведь уже давно известный факт, что видеокарта — это отличный способ, например, взломать чей-то пароль, вырезать себя и свою семью без хромакея, или превратить ваши рисунки в произведение искусства. Я не удержался. И если в какой-то игре нет фоторежима, не переживайте. Nvidia сама вставит фоторежим в вашу игру. Но многие игроки в Dark Souls и Elden Ring уже давно называют эту функцию паузой. Вот это другое дело, блядь. И пока бомжи с AMD записывают свои игры вручную, Nvidia давно научилась пассивно-агрессивно сохранять 20 минут вашего прошлого геймплея. А с приходом 4090 летсплеи будут записываться сразу из будущего. Для меня нет ничего невозможного. Во многих фишках Nvidia мне еще предстоит разобраться. Ведь соседи уже не удивляются киберпанку на Вите. А значит, пришло время установить доту на робота-пылесоса. Кусок мяса! Иди-ка сюда! Я вырву твой ничтожный мозг! Но если вы думаете, что у меня закончились аргументы, что вы скажете на второй сезон Джоджо в 4К и 120 FPS? Мне люди должны сказать спасибо. С этой видеокартой я могу от 4К-шить все что угодно. Даже мать дотера. Опа, красиво. Смотря сегодня, в завтрашний день, я вижу печальную судьбу для консолей. Ну как печальную? Возвращение игр в 30 кадров. Ну заплачь. Возможно, ПК-гейминг вещь не дешевая. Ведь вам придется купить дорогую видеокарту. Вроде все. Эксклюзивы бесплатные, Зельда бесплатная, геймпасс турецкий. Все как у людей. И хоть мне видеокарта досталась практически бесплатно, благодаря китайской партии видеокарт для народа по доступным ценам, то вот новый монитор и компьютер с нуля покупал я себе сам. Благодаря моим платным подписчикам на Boosty и Patreon. Красавица, я тебя люблю. А если это видео наберет 60 тысяч лайков и 2 комментария, в течение пару недель мною будет объявлена эра видосов нового поколения в максимальном разрешении и графике. Правда, на игры денег не осталось. Поэтому с этого момента на канале настает Великая эра пиратов.